So I just start and say welcome to everyone to the second part of the online course about RTC tools. Итак, давайте начнем. Здравствуйте, добро пожаловать всем, кто присоединился к нам на тренинг по RTC Tools. У нас сегодня вторая часть. Last time we worked with this simple Blue River example here with the Trout Lake, a tributary and a city. В прошлый раз, как вы помните, мы работали с вот этой картосхемой. Она у нас достаточно простая, то есть у нас есть вот это небольшое одно водохранилище, Trout Lake. У нас есть основная река, Blue River, да, голубая река, приток и город в самом низу по течению, который потребляет воду. And we have learned that we can produce different results with different priorities or weighting factors. И мы также с вами немножко попрактиковались в изменении ранжирования или рангов приоритетности и посмотрели, как меняется ситуация, а также изменяли некоторые параметры и смотрели, как изменяется ситуация вот, при моделировании. For today, my first question is, did you run into issues with the installation? Could you make RTC tools work on your computer? Первый самый главный вопрос сегодня – это удалось ли вам установить RTC Tools на своих компьютерах? И все ли прошло нормально или, может быть, какие-то возникли технические проблемы? And I have already heard that on one computer RTC Tools has been installed successfully. Я уже слышал, один из участников сказал, что на одном компьютере ему удалось установить приложение. Are there other remarks on this? Did you install it and did it work? И тогда вопрос вот еще одной участницы у нас, да, Манзура, вам удалось установить RTC Tools? Я только установила RibaSim и на нем попробовала, а RTC нет. So I haven't installed RTC Tools yet. I've installed only the RibaSim application. Okay. Given the time, we thought it's a good idea to that I demo some work with RTC Tools here. We record it, and we can also solve installation issues during the support phase after this training. Ну, тогда сегодня будем работать с экрана Бернхарда. Он продемонстрирует некоторые вещи. Ну и уже, надеемся, после сегодняшней встречи вам удастся установить RTC Tools. И если какие-то возникнут проблемы, то он с установкой там или с работой, он уже после тренинга поможет вам. Ему можно направлять вопросы или запросы. You have my email address here. Вот здесь вот мой email. So I would like to understand a bit on your cases. What are your plans? Do you have your own reservoir case that you would like to model with RTC Tools? How does it look like? And how do you operate this reservoir? And maybe we can start with a model using the examples here as a starting point. Ну и вопрос опять же к участникам. Пожалуйста, расскажите о ваших планах. Может быть, у вас уже есть какой-то кейс, какое-то водохранилище, которое вы хотели бы смоделировать, вот, используя приложение RTC Tools. Если это так, как оно выглядит, давайте поговорим или проанализируем, какая там ситуация, какие, может быть, возникают вопросы или проблемы при эксплуатации, и, может быть, мы даже могли бы начать создание этой модели. Это вопрос к участникам. So, can you say something about your reservoirs in your countries? Поэтому, пожалуйста, расскажите о тех кейсах, о тех ситуациях или водохранилищах, для которых вы хотели бы использовать RTC Tools. Джовид, Манзура.
If not, we just follow the examples I've prepared. Ну, если никаких комментариев или вопросов со стороны аудитории нет, тогда я продолжу с той моделью, с той схемой, с которой мы работали ранее. And this gives an illustration in a generic way how to work with RTC tools. Ну, я покажу по мере работы, да, буду показывать различные возможности RTC Tools. So my idea was that we use this example that we have worked with the last day and modify it towards the example with two reservoirs. То есть сначала мы начнем работать с той схемой, с той моделью, которую мы создали в прошлый раз. Это Blue River наша. Там попробуем изменить ранги приоритетности, может быть, какие-то значения или назначение использования, режим эксплуатации водохранилища. И Бернхард создал еще одну схему, еще одну модель с каскадными ГЭС. You can download the second example with this link, and I have put that also into the chat window. Ссылка, по которой можно скачать второй пример вот, с каскадными ГЭС. Бернхард также, вы видите, он опубликовал это в чате. So then I will leave this presentation slides here and go to my desktop file system on the computer. I have made a copy of the Blue River example in a new folder called Work. Я сделал копию нашей модели Blue River в отдельной папке. Вот она у меня называется Work. Видите ее на экране. And here on the left side, this is, let's say, our target, the Blue River Cascade example. И внутри папки у нас отдельная папка еще, Blue River Cascade, то есть это пример Blue River уже с каскадом ГЭС. So we move from this example, Blue River, to the Blue River Cascade. И поэтому мы на основании примера Blue River создали этот вот новый кейс. I will show first the model schematization to see or to show you where we are heading to. Сейчас покажу, как выглядит схема, для того, чтобы вы понимали, да, что мы будем делать и куда, как будем работать. You already have seen the Trout Lake reservoir here. Вот наше водохранилище Trout Lake. And here this is the connection node where the tributary enters the main river. И вот этот значок или этот узел у нас обозначает, что в реку впадает приток. And I have added another reservoir here, the Catfish Lake. И я добавил еще один водоем или водохранилище здесь, называется Catfish Lake, карповое озеро. Yeah, these are just names I made up. Но это не настоящие имена, это не важно. So this is where we want to go, and I will close this view. Закрываем. And go back to the original case with only one reservoir. То есть это я вам показал, то есть это результат моей работы, да, что я уже сделал. Я покажу, как я это делал, как развивал схему Blue River, то есть добавлял туда водохранилище, как это можно сделать. Вот вы видите нашу схему только с одним водохранилищем. Here it is, no catfish reservoir inside here. Видите, второго водохранилища у нас пока еще нет, только одно, вот этот Trout Lake. And the first thing is I make a test run to verify that this model works. В первую очередь,
перед тем, как дополнять какие-то элементы, добавлять элементы в схему, мне нужно проверить, хорошо ли работает моя модель, и я как раз-таки вот сейчас это выполняю. This tells me exit code 0, no errors. Вот здесь появилось сообщение внизу кода. Видите, process finished with exit code 0. Это значит, что все нормально, никаких ошибок не было обнаружено. Модель работает. Check another test run here. Еще одна проверочка, еще один тест. So let's look at the output. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате. I used the views program for that. Помните, я говорил, что для анализа, для выведения результатов моделирования на экран я использую приложение Views. Оно бесплатное. And this looks familiar. I think we have this 5-year run with a compromised solution for flood protection and reservoir volume targets. Ну, здесь все у нас нормально, все хорошо получилось, модель сработала. Мы видим здесь наш вот этот смоделированный 5-летний период и вот такой компромиссный вариант. Да? То есть у нас стояло две задачи. Во-первых, удерживать уровень воды в водохранилище на определенном уровне и обеспечивать одновременно защиту от прорыва, защиту от наводнения. Let's look what's behind here, these lines. It's just simple files of format CSV. Эта вся информация у нас представлена, все данные представлены на графике, но вообще данные выводятся в файл в формате CSV, то есть данные, разделенные запятой, comma separated values. Yeah, it's indeed just a table with timestamp and some values. То есть вот таким образом выглядит файл. Мы видим, да, это файл с временной последовательностью данных, которые разделены запятой. То есть вот у нас указывается какой-то период или точка времени и соответствующие этой точке значения. Here in the input folder we have the import file. I will open it now in Excel. У нас также есть файл импорта, то есть те данные, которые мы импортировали в модель. Он выглядит достаточно просто. Вот такая просто Excel-ная таблица. All right, there it is. So here we have the time. Первая колонка – это время. And this is the Trout Lake inflow. Это вторая колонка – это приток в первое водохранилище, Trout Lake. And we see the graph here in this plot. It's Trout Lake QN, how I have called it. И на графике эти данные у нас отображаются зеленой, вот этой кривой. Это у нас как раз-таки приток в водохранилище Trout Lake. And I have just imported this file, time series import.csv, here in views. And this can be done by import. Импортировать файлы во Views достаточно просто. Есть специальная функция, то есть я захожу в файл, нажимаю кнопку или опцию «Импорт» и указываю папку, то есть откуда импортировать. Да? Вот здесь вот «Browse», то есть нахожу то место, где находится этот файл, и указываю путь импорта. И просто импортирую. I think this is quite straightforward. I will close this window now, but this shows the connection between this program here and our data. Да, просто хотелось показать вам, как осуществляется вот эта связь между графиком, да, и реальными данными, которые на этих графиках отображены, и эти графики подкрепляют. Any questions so far? Какие-то, может быть, вопросы есть по поводу каких-то
детали, о которых мы вот до настоящего момента уже поговорили. Remember these time series names? We have them also here in our Modelica file. Также вот эти временные последовательности у нас есть здесь, вот в этом файле, в моделике. Here the Trout Lake inflow as a fixed input time series and also the lateral flow from Alder. Вот здесь у нас, значит, приток в водохранилище Trout Lake и также дополнительный приток, который у нас осуществляется по притоку Alder. Это вот, то есть у нас основная река Blue River, а у нее есть приток Alder. Там тоже определенный объем воды. We have also the output time series. This is what RTC Tools computes. Также у нас есть комплекс данных, временных данных по количеству воды, которая вытекает из водохранилища Trout Lake. And for the catfish reservoir that we will introduce here, we also need to define output time series. И нам также необходимо определить этот временной ряд для нашего второго водохранилища, который мы будем добавлять в схему. But let us first include the new reservoir into the schematization. Но перед тем, как мы зададим определенные параметры вот этого второго нашего водохранилища, Catfish Lake, нам необходимо добавить его на саму схему, в саму модель непосредственно. So we move from this to this. То есть нам нужно в конце концов получить вот такой результат. Да? То есть у нас сейчас вот одно водохранилище, а нам нужно, чтобы у нас было два водохранилища, то есть каскад водохранилища. So I open the library here with the reservoir node. Открываю библиотеку элементов схемы, нахожу водохранилище. And we will drag the reservoir here into the schematization. И просто перетаскиваю этот значок на рабочее поле схемы. But let's first push this button for check model. Но перед этим давайте проверим. Вот здесь вот эту кнопку, нажмем эту кнопку check model, то есть проверить модель. I hope it works. Надеюсь, у нас с моделью все хорошо, она работает. And this line is very important. Вот эта строчка очень важная. I have 27 equations and 27 variables. Видите, здесь написано, у меня 27 формул или выражений и 27 переменных. Уравнение. Уравнение, извините, да. And this is essential. It is a balanced equation system that can be solved. И почему это важно? Потому что это у нас система с балансом уравнений, и, как мы видим, все из них были решены. Okay, now let's add the reservoir. I just drag it and call it catfish. Так, ну а теперь добавляем водохранилище, и мы называем его Catfish Lake. Вот здесь мы его переносим в рабочее поле. Made a mistake. Извините, немножко ошибся. It is now corrected. Ага, это просто лексическая ошибка. Catfish неправильно написал. So this is the line that I added by dragging this element onto the canvas. Так, ну и вот я добавил водохранилище в наше рабочее поле. I break this connection. Мне нужно разорвать вот это звено, вот эту связь. Select these elements and move them down. How do you select them? Good question. I did that with the mouse. Push the left mouse button and
Вот сейчас Бернхард показывает, как можно выделить те элементы, с которыми вы хотите что-либо сделать. Вот ему нужно было оттащить их, как бы, чтобы было удобнее работать, да? Он их просто мышкой выделил, вот как мы обычно выделяем текст или что-то левой кнопкой мыши. И просто они выделяются, он их оттащил, и сейчас можно вставить второе водохранилище. Thank you, Sergey. That was very helpful. I moved the catfish lake item now in between. То есть я вот сейчас передвинул как раз водохранилище туда, где мне нужно, да, где мне удобнее. And now the connection. We need this bottom here. Но сейчас нам нужно все это снова соединить. И для этого мы используем кнопку. Вот сейчас Бернхард ее нажимает. From this, I keep the left mouse button pressed, move to the light green arrow and release it. Для того, чтобы соединить элементы, то есть мы вот нажали эту кнопку, да, и программа теперь понимает, что нам нужно что-то соединить. После этого мы нажимаем левую кнопку мыши на том объекте, на который нам нужно соединить. В данном случае это узел, вот, где слияние рек происходит. И просто протягиваем до зеленого треугольничка на водохранилище. And another mouse click with the left button on the Q import. И еще раз кликаем левой кнопкой мыши на вот этом зеленом треугольничке на водохранилище. Now, Modelica editor is asking me which item from the node Alder to use. It is the first output. We only have one. И Modelica, то есть вот этот инструмент по соединению звеньев или узлов, спрашивает у меня, какой узел использовать. Так как узел у нас только один, я пишу здесь единица. То есть его можно только использовать. And now the connection from the output, the output port of the Catfish Lake to this river branch here. I make a mouse click, keep the mouse button, release and release it, and another click on the input port. И вот в первом случае мы подсоединили к узлу слияния рек наше водохранилище, то есть этим самым сказали модели, что у нас вода, тот сток, который идет по реке, он попадает в водохранилище, и теперь сделали то же самое, то есть соединили водохранилище уже с рекой вниз по течению, то есть вода, модель понимает, что вода, которая попадает в водохранилище, она из него вытекает и течет дальше по реке. Now it's time to save. Сейчас нам нужно сохранить нашу схему. And let's see what's happened for the model check. Ну и, конечно же, нужно обязательно проверить, работает ли наша модель, все ли нормально. Please look at the second line again. Пожалуйста, посмотрите, я вот выделяю эту вторую строку. We have 30 equations and 32 variables. У нас 30 теперь уравнений и 32 переменные. And this means we have two variables more than equations. Ну, соответственно, мы видим разницу, да? У нас переменных на 2 больше, чем уравнений. And these come from the new reservoir node. И это произошло именно потому, что у нас добавилось новое, еще одно водохранилище. And the reason is that we introduced two control variables, and this is the Catfish Lake turbine flow and spill flow. Это произошло потому, что в нашем водохранилище добавилось два инструмента контроля. Первый – это сброс на турбину и просто водосброс. A double click on this reservoir modeling object shows the equation here. Если мы дважды кликнем на нашем водохранилище, у нас появляется по нему информация, данные и вот и соответствующие уравнения. And here
you see that the outflow is a combination of Q turbine and Q spill. И вот наше уравнение, которое описывает, сколько воды вытекает, то есть сбрасывается из водохранилища, вот здесь представлено, сейчас Бернхард выделил, то есть весь сброс из водохранилища – это сумма сброса на турбину и просто водосброса, то есть которая просто вода протекает через водосброс. An optimization model must be very simple, so we use turbine flow and spill flow accounts for the spillway and other outlets like a bottom outlet or scour slice. Ну и так как мы сейчас занимаемся с вами оптимизацией модели, да, наша модель для оптимизации, она должна быть достаточно простой. И этим самым, поэтому мы используем только два вот эти контроля или две компоненты сброса из водохранилища. То есть упрощаем нашу схему и говорим модели, что у нас весь сброс воды, который происходит из водохранилища, он вот происходит либо это вода, которая падает на турбину, либо просто которая выходит через водосброс. Let's now introduce the two optimization variables into the Blue River Modelica file. Так, теперь давайте внесем изменения в параметры по водохранилищу в нашем файле в моделике. And what I always do is just copy something from an existing model. This is in our case the Blue River example. То есть самый простой способ, и я обычно к нему прибегаю, для того, чтобы не допустить никаких ошибок, я просто копирую уже существующий какой-то кейс или какие-то параметры. В данном случае, видите, я выделил две строки, где описываются параметры нашего первого водохранилища, которое находится вверх по течению, Trout Lake. Выделяю это все, копирую. And I just modify the name to Catfish Lake. Вставляю в код, и все. Единственное, что мне нужно сделать, это изменить название моего водохранилища. Вот было у нас Trout Lake, стало Catfish Lake. The numbers here indicate the physical limits. We can specify the turbine admission between 0 and maybe, what can we do, 200? Ну а сейчас нам нужно изменить параметры, то есть задать параметры нашего второго водохранилища. I will just check here. Давайте посмотрим, какие они у нас могут быть. So the turbine has maximum of 200 and a nominal of 50. По турбине у нас максимальная 200 и номинальная 50. Is this cubic meters per second? Yes, I will explain why. Это все в кубометрах в секунду. Modelica always works with SI units. Моделька вообще работает с единицами SI. То есть это, okay, and SI is... That's the International Unit Convention. It's the SI system defines certain base units. For volume, it's cubic meter, and for time, it's second. So here it's volume flow rate, and that's cubic meter per second. То есть моделька работает, использует единицы измерения согласно международной системе единиц измерения SI, и, соответственно, объем измеряется по умолчанию внутри моделики, внутри этой программы, в кубометрах, а время в секундах. So if you want to use British or American units like square inch or something, you have to convert it beforehand. Поэтому если в какой-то ситуации вы захотите использовать, например, американскую систему или британскую, и у вас, то есть это дюймы, футы и так далее, то придется конвертировать соответствующие единицы заранее, перед тем, как вы будете их подвязывать к модели. And what units are you familiar with? Какие единицы измерения вы используете? Sergey, maybe you also know it. Is it common yes, to use cubic meters per second?
Yes, it's the same. Ah, okay, that makes it easier. Right, so for us here, the convention is to work in cubic meters per second and cubic meters for the volume and seconds for the time. Ну, поэтому нам будет удобно с вами работать, то есть не нужно переводить там ничего, конвертировать. Мы с вами работаем в единой, в одной системе единиц измерения. Let's have another check. Давайте проверим, как работает наша модель. Nothing has changed. Ничего не изменилось. Мы так же, как и раньше, видим 30 уравнений и 32 переменные. This is because we must connect the new time series to the model object, means the reservoir node. Пока что ничего не изменилось, потому что мы в код вот внесли изменения, но мы пока не сказали модели, да, мы пока еще, она там есть, но она еще не подсоединена. But let me first explain this. Но перед тем, как мы это сделаем, перед тем, как подсоединим наши данные по новому водохранилищу к модели, объясню, что вот здесь у меня написано в конце. Fixed equals false means that RTC tools determines these values. Oh, I don't understand. Fixed is false means that we have RTC, we determine these time series values within the optimization. Is that better? No, which values do you mean? The values that are behind this time series. Вот здесь вот в конце этой строки кода написано fixed равно false. Это означает, что само приложение RTC Tools определяет данные вот в этом динамическом ряде данных. For time series with fixed equals true, we specify the values in the input file. Да, то есть сама программа это определяет. А если у нас, вот как в случае первого водохранилища, fixed равняется true, у нас прописано в коде, тогда нам необходимо, то есть не программа сама это высчитывает или определяет, а мы подвязываем какой-то комплекс данных к модели, то есть это реальные какие-то наблюденные данные. Okay. Now we connect this new time series for the catfish lake to the model object. Ну и сейчас нам нужно подвязать вот этот. And I do what I always do. I just copy from something that I already have. Подвязать вот этот временной ряд новых данных к модели. И я также обычно это делаю, копируя то, что уже существует, и вставляя снова. То есть у меня вот была подвязка первого водохранилища к модели. Сейчас я выделил, скопировал и вставил. Catfish Lake Q Turbine is the name of the time series that we have just defined here. Вот здесь вот мы определили название, то есть задали, присвоили этому временному ряду данных какое-то название. У нас Catfish Lake Q Turbine, то есть это сброс на турбину. И вот здесь мне единственное, что нужно сделать, это изменить название. And now Catfish Lake .Q Turbine, this refers to this item from the generic reservoir node. И вот я здесь пишу, что сброс воды или объем воды, который поступает на водохранилище Catfish Lake на турбину, он равняется вот той формуле, которую мы задали, тому уравнению, которое мы задали раньше. То есть, could you go back to that screen with the equation? Yes. Вот мы эту формулу задали, то есть qout.q, да, это общий сброс из водохранилища, он выражается суммой сброса объема воды, который падает на турбину, и просто воды, которая выбрасывается через водосброс. And the same for Q-spill. И вот мы, значит, определили, какая у нас вода, какой объем воды выбрасывается на турбину. Сейчас нужно сделать то же самое для водосброса. So
now we have 32 equations and 32 variables. И вот мы модифицировали наш код, да, и видим, что сейчас у нас система, модель, видит 32 уравнения и 32 переменные. Так и должно быть. So after this model check, I usually save. You can see here that the name changed. Обычно, если я вношу какие-то изменения в код, я сразу же их сохраняю. Если они не нужны, видите, у нас сразу же изменилось название нашего кейса. We should look at the reservoir node as well. I've just to find it. Control F, catfish. Next. So we have a lot with catfish here, but there it is. Here, to get a bit better overview, I cut it and paste it under the reservoir node for Trout Lake. Так, видите, я тоже таким же образом действую, то есть я скопировал существующую уже часть кода, да, и вставил ее туда, где мне нужно. And I do that because I always copy my data from somewhere else, because I have not learned it by, I don't have that in my head, what to do. Это достаточно просто делать, то есть вместо того, чтобы самостоятельно прописывать вот этот весь код, можно использовать то, что уже существует. Так намного быстрее. So we need to specify the volume parameters and the outflow parameters for this reservoir node. Сейчас нам нужно задать параметры этого водохранилища, то есть это максимальный уровень и номинальный уровень воды. So I copy this portion of code to the reservoir node for the catfish lake. Выделяю и копирую часть вот этого кода, да, но помним, что раньше это у нас, то есть вот то, откуда мы скопировали, это у нас относилось к водохранилищу Trout Lake, а сейчас нам нужно задать те же самые параметры для водохранилища Catfish Lake. And now we modify just the values, and I have prepared something. Нам нужно только изменить сами параметры. Вот уже мы часть кода скопировали, вставили. Он у нас находится там, где нужно. Нам только и нужно сейчас задать параметры. I said this volume is much smaller. It's 1 million cubic meter only. Мы видим, что водохранилище у нас значительно меньше. Второе, всего лишь 1 миллион кубометров. And you should use the values of your reservoir if you want to take this model as an example. Но, конечно, если вы будете работать с реальным водохранилищем или с каким-то бассейном, да, будете моделировать реальную ситуацию, сюда вы уже вставите реальные значения, то есть под конкретному водохранилищу, с которым вы работаете. Если вы хотите, вы можете использовать эту схему и просто ее модифицировать. And now about the nominal value. This is important for the optimization. Почему так важно вот это номинальное значение или номинальный уровень воды в водохранилище? Именно на основании этого значения проводится оптимизация объема воды в водохранилище. It is kind of a typical value that this parameter takes. And it is used within the optimization to scale different parameters against each other. Именно вот это значение используется моделью для масштабирования других значений между собой, то есть для сопоставления и оптимизации других параметров, других значений. Imagine that volumes take very high values, like 1 million, but flows are only between 0 and 100. То есть, например, если у нас объем водохранилища составляет, как в данном случае, 1 миллион кубометров, да, общий объем, то есть максимальный объем водохранилища, а сброс из водохранилища воды варьируется где-то от 0 до 100 кубометров. And the optimizer uses this nominal value to bring all parameters to the same order of magnitude.
И поэтому модель, извините, приложение вот это по оптимизации, оно использует номинальное значение для доведения, для гармонизации, ну, чтобы они были одного порядка, эти значения, чтобы не было такого большого разброса. Тут у нас в миллионах мы измеряем, да, а, например, сброс у нас всего лишь там в десятках или в сотнях. So we continue with the turbine flow. Так, значит, это мы сделали, продолжаем изменять код. And the spill flow, I copy it. Опять же, копируем вот эту часть кода, вставляем туда, где нужно. And here you can see I set the nominal value to 10 because that's a typical value of the turbine flow, and it's much smaller than the typical value of the volume. И вы видите, что здесь у нас значение сброса, номинального сброса через турбину составляет 10 кубометров. Это такое типичное стандартное значение. И вы видите, что также это значение значительно меньше, на несколько порядков меньше, чем максимальный объем. I do the same for the outflow and the inflow. At this point, Berna, if I may, maybe you could explain, because I'm not sure that people are familiar with the way the code works, why that it's supposed to be in sequence, why you're doing it. Yeah, you could, in fact, better just copy the whole bunch at once. It's always the same. You mean copying? What I mean is that the top of the code is its beginning, and you're just adding things in a sequential manner. I'm not sure that people know why. In a sequential manner. Do you mean this particular part for this reservoir node or the whole? No, the whole code. Okay. Yeah. Why are we editing the whole code? It's just that we have not yet a user interface that takes care of all this. So it's a bit of handwork that the modelers have to do. Ну, в общем, мы сейчас работаем внутри кода, да, и пока что нету интерфейса, который бы позволял изменять код пользователю этого приложения каким-то более удобным образом, поэтому приходится немножко ручками вот так поработать и вручную вот эти все изменения в код вносить. So let's see if I can manage to make it work. So we have a syntax error here. This can also happen. Так, вот видите, я проверяю свой код, да, то есть там встроенная есть функция проверки кода на ошибки. Нажимаем, и вот у нас выскочила как раз-таки ошибка, то есть где-то допущено, какого-то знака не хватает, код не может работать. И система автоматически это выявляет, замечает. So it's a bit of experience that we need, but Modelica helps us here to trace the errors. Для того, чтобы свободно работать с кодом, конечно, потребуется наработать определенный опыт, но вот эта удобная функция очень в Modelica, что она сама проверяет код, который мы в ней пишем, поэтому очень удобно. I already explained we have here a bit of a balance of flexibility, which is higher if we use code, but also we ask more understanding of the internals from the modeler to build an RTC tools model. Как я уже говорил, в общем, здесь есть преимущество, то есть использование кода и работа внутри кода или с самим кодом имеет как преимущество, так и недостатки. Преимущество – это то, что мы можем очень гибко работать и вносить изменения в код именно там, где нам нужно, да, то есть его модифицировать и менять. Но для этого требуется немножко знать, как вот работать с кодом, как кодировать. So
for those who have worked with RibaSim, it's a completely different way to start. I use an existing model and modify it, while with RibaSim you draw on the map some lines and nodes. Здесь, видите, у нас отличие между от RibaSim в том, что в RibaSim мы просто создаем графическую схему, и уже программа автоматически сама создает код соответствующий. В данном случае мы просто используем существующий код и вносим в него изменения. But the advantage is that we can optimize with this. Но преимуществом является то, что мы можем оптимизировать, менять вот этот код, то есть саму модель, именно так, как нам нужно. Okay, I think the model check turns out positively. Так, еще раз проверяем нашу модель на ошибки. Вроде бы все нормально. And I think we should add some output time series to have the results as well. Так, ну и сейчас нам нужно сказать, то есть вписать в код или сказать программе, что нам нужно делать с выходными данными. I will look at my example because I've prepared that. I just copy this. Я уже это заранее подготовил, поэтому просто чтобы облегчить себе I think that was good. работу. Копирую, то есть выделяю, копирую. What is interesting, of course, is the outflow of the reservoir, but I think we also need the volume in the reservoir over time. So I just add this here. And again, we get an unbalanced system. Видите, что я вот добавил сейчас сброс или сброс воды из водохранилища, то есть сказал системе, сколько воды у меня вытекает из водохранилища, и проверил модель на работу, и у меня получилась несбалансированная система. And I have also prepared the corresponding connections here. Catfish. Я уже также подготовил заранее вот эти подвязки или соединения. Сейчас я их вставляю в код. And for the volume. И подвязку по объему. То есть уравнение по объему. Вот у меня все мои уравнения, которые мне нужны для работы этой системы. Смотрим, проверяем. Вот 35 уравнений, 35 переменных. So it's balanced again, 35, 35. Модель у нас снова сбалансирована должным образом. Save. Сохраняемся. Okay, then let's see how far we get. Next step is that I run this new code. Так, ну и сейчас нам нужно вот этот новый код, да, который мы изменили, его нужно запустить, посмотреть, как он работает. So this is quite unique. Usually I get an error with my first attempt, but now it said process finished with exit code 0. И на самом деле то, что получилось, это такая уникальная ситуация. Мы видим, что модель работает. Как правило, у меня какие-то там ошибки все-таки остаются, и мне приходится их исправлять. В данном случае с первого раза все работает хорошо. Another thing that we have to take care of is the inflow, the initial conditions. Мы не задали с вами исходные параметры, исходные условия. I will just use the file that I have prepared for regarding the time. Я для этого, чтобы просто сэкономить время, этот файл подготовил заранее и сейчас его использую. The file has, I added one column with the Catfish Lake volume at the first time step. Here, this is the new part. Вот у
меня здесь, кроме первого водохранилища Trout Lake, появилось второе, видите, самая последняя колонка. И только для первого периода задаю объем водохранилища. Don't save. I will copy it. All right. Another try. Still works. Так, все работает. When we use our model result file, yeah, we still get results, but only for the Trout Lake. Мы видим, вот у нас можем через Views вывести наши результаты моделирования, но пока что это результаты моделирования только по первому водохранилищу, по Trout Lake. How to work with this program is not really the scope of this training. Так как объяснение, как проводится работа с приложением Views, не входит в данный тренинг, я поэтому на этом и не останавливаюсь. I will just quickly show you that you can add some items. Where are them? Like Ну, просто быстро сейчас покажу вам, как можно добавлять и сюда элементы тоже. for example, another graph, another plot. This adds another plot. Вот таким образом, вот эта специальная кнопка, я ее нажал и таким образом добавил еще один график. And we can use the data time series that we have here in the input files. Так, и теперь мне нужно сказать приложению, какие данные нужно выводить в виде For графика. example, the Catfish Lake volume should be on the second axis. And here we use the time. But I will close this and use the one that I have prepared with some graphs in it. Но я пока что закрою и покажу вам, как это выглядит. Я уже тоже подготовил вот этот новый график. What you can see here is the Trout Lake and the Catfish Lake with volume over time. Вот на верхнем графике, как видите, подписано Trout Lake, то есть это в динамике изменения объема этого водохранилища. Второй график — это у нас второе водохранилище Catfish Lake. Then I have turbine flow and spill flow over time. Здесь вот на этих двух графиках вы видите объем воды, который сбрасывается на турбины и проходит просто через водосброс на обеих плотинах. And here the plot for the river city, which has not changed very much. И третий график — это у нас ситуация по притоку воды в наш город, River City. Мы видим, что ситуация не сильно изменилась. And let's now look at the goals. А теперь наши целевые показатели. The operational goal here is to keep the spill flow as small as possible. Одна из них, вот эта красная линия, то есть одна из целей, это удержание количества воды, то есть сбрасывание из водохранилища воды через водосброс как можно меньшего количества воды. For the Catfish Lake, we know that the turbine flow can be up to 200 cubic meter per second. So why not put the spill flow through the turbines, the green line, instead? Мы знаем, что сброс с водохранилища Catfish Lake может быть вплоть до 200 кубометров в секунду. Ну и почему бы нам сбрасывать эту воду не просто непроизводительно через водосброс, а почему бы нам ее не сбрасывать через турбин? And this gives just more energy, so it makes sense. Потому что таким образом мы будем вырабатывать больше электричества, а в общем-то, конечно, оно никому не помешает. Это лишнее электричество.
We have to move to the Python code now. Сейчас нам нужно вернуться к нашему коду. And I will again look on my example that I have prepared. I use the code. I open it in a text viewer such that I don't get confused. Вот я подготовил также заранее вот этот кусочек кода. And first, let us look at the minimize spill goal. Вот здесь у нас как раз-таки прописывается параметр минимального непроизводительного сброса, то есть через водосброс. I have already a minimize spill goal here, minimize spill flow for the trout lake, so I can just take this as example. Такой же параметр у меня был по водохранилищу Trout Lake, то есть вот этот минимальный непроизводительный сброс. Я, соответственно, просто беру кусочек кода, копирую, вставляю снова в код. And in Python, it's always important to have everything well aligned. Но в Python очень важно, чтобы все строки были выровнены по левому краю, чтобы все ровненько-ровненько было. So I move the cursor on the right position and start with G. И поэтому я перехожу курсором, да, ставлю курсор именно вот как раз по этой линии. And G is a list of all goals, operational goals for the whole model. Пишу буковку G. G, так как по-английски цель или целевой показатель — это goal, вот поэтому буковка G. И выводится на экран перечень всех целевых показателей. Сейчас мне нужно его задать, сказать, какой целевой показатель меня интересует. And I add another goal to it with the append command. И добавить еще один целевой показатель можно посредством команды append. And I use the state minimization goal, which is already prepared here above in the code. Where is it? There. Этот целевой показатель я уже задавал. Он у меня вот чуть выше есть в коде. And yeah, why is it called state goal? A state goal means a goal for a state that is checked for each time step. И этот целевой показатель, почему он называется state goal по-английски, да? Это как бы статичный целевой показатель, то есть модель проверяет какое-то состояние в каждый временной шаг при моделировании. I just realized that I cannot see the time axis here, but the idea is that on every time step here, the spill should be 0 if possible. То есть система старается, или программа старается привести модель к такому состоянию, чтобы на каждом временном шаге, в каждой точке сброс был как можно меньшим, то есть стремился к нулю. Вот это непроизводительный сброс. Oh. Right. So I use state minimization goal. И вот я сейчас буду прописывать этот параметр. I now fill in the time series to optimize, and that's cat, fish, lake. Сейчас мне нужно сказать программе, на основании какого комплекса данных временного ряда мы будем оптимизировать работу водохранилища. And we already have heard that this is an input time step, an input time series the optimizer deals with. So that's why we have said fixed is false. Oh, it must be here. So here is the definition of the time series. Вот здесь у нас определяется, да, внутри кода, какой временной ряд данных будет использоваться. И помните, я говорил, что если у нас fixed равняется false, то сама программа генерирует эти данные. Если true, то мы задаем их. And I use it here to optimize on. The
10 is the priority. Ранг приоритетности у нас 10. I have put the necessary information here. The third parameter is the weight. I use 1.0. Далее у нас, то есть первый параметр это ранг приоритетности 10. Второй параметр это важность или коэффициент. And now the nominal value of this time series, I use 1 because it should be close to 0, but also reflect the typical value. So this is again for the scaling. You remember what I said before? Так, и третий параметр это у нас the third one is what? Weight. Is it weight? Yeah. No. Yeah. So we have the variable. That's the Catfish Lake Q spill. The priority 10. The weight. I use 1 if I don't know better. The float. The weight is of type float. Okay. The default value is 1. Then the nominal value. It's also 1 if I don't know better. И третий параметр это у нас вес этого коэффициента или вес параметра. Я использую, если я не знаю, какой он конкретно, я использую единицу обычно. And now the last one was the order. Here this is a first order and it can also be quadratic order, but our mathematician said for this, if you really want to get a 0 value, not close to it, but exactly 0, then use first order. So that's experience that we have made and also supported by our mathematicians. И четвертый параметр, который мы задаем, это порядок, то есть порядок значений. И наш математик сказал, что если мы хотим, чтобы наши значения стремились к нулю, то есть не достигали его, только стремились, нам нужно использовать первый порядок. Okay, let's just give it a try. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. I'm happy to see that I don't get an error message here. Я очень рад, что никакого сообщения об ошибке не выскакивает. And now it comes. I reload data sets, all data sets. Перезагружаю все мои Oh, I've seen something changing. This ряды данных. So, yeah, you cannot see the red line for spill. Let me just make a modification here. I can set the minimum value of the y-axis a bit lower, so it now ranges from -1 to something, and then I get here the red line to 0. Я вот сейчас модифицировал свой график для того, чтобы мы видели вот эту линию, которая отображает минимальный непроизводительный сброс. Раньше она просто лежала на нуле, а сейчас она где-то от минус единицы до какого-то значения, да, может быть. И вот сейчас она как раз-таки появилась. Yeah, what do we see here? We have the outflow, Q turbine and Q spill from Trout Lake, but also from the Catfish Lake. It looks similar, but not exactly. Here we have a flat line, and here as well. It accounts for the goal we have specified for River City here, you see. И что мы здесь видим? На верхнем графике у нас сброс воды из водохранилища Trout Lake на турбину и через водосброс. В общем, тут практически ничего не изменилось. И на нижнем графике у нас те же самые данные отображаются по нашему второму водохранилищу Catfish Lake. И мы видим, если сравним с тем, что у нас было, ситуация немножечко изменилась. То есть, так как мы задали целевой параметр, то есть, что нам нужно определенное количество воды, чтобы поступало в город наш River City, вы видите график сброса воды с водохранилища Catfish Lake через турбину. Он зеркально отражает, точно отражает вот объем воды, который нам нужен для города. So the Catfish Lake is used to buffer the inflow from here to make sure that we don't have a flood situation here, if possible.
То есть, другими словами, так как у нас два водохранилища, да, и сброс воды с первого, который находится вверх по течению, это Trout Lake, может колебаться, да, то есть он может быть выше, ниже, и таким образом создавать ситуацию, угрозу для города подтопления посредством регулирования уровня воды во втором водохранилище, которое называется у нас Catfish Lake, да, оно находится ниже по течению и непосредственно перед городом, мы посредством регулировки объема в этом водохранилище корректируем, да, то есть компенсируем вот этот потенциальный смоделированный избыточный приток воды для того, чтобы такой угрозы не возникло, чтобы город не затопило. When we look at the volumes, you see this is not looking very well, but the volume of the Catfish Lake is taken to buffer the inflow from Trout Lake and the lateral flow somehow. But we should add here some goals as well. Но, конечно, мы видим, что график по уровню воды во втором водохранилище у нас выглядит не очень хорошо, очень сильные колебания происходят, но мы в любом случае компенсировали, да, мы защитили город от вот этой избыточной воды, которая может поступать либо из первого водохранилища, из Trout Lake, или из притока, который у нас также вот здесь есть, который впадает в Blue River. Но мы можем какие-то целевые показатели задать и по второму водохранилищу, по его объему. I used the code that I have prepared. Этот кусочек кода я также подготовил заранее. It says that the volume should be between 80 and 90,000, the volume in Catfish Lake. В данном случае мы задаем вот эти минимальные и максимальные значения объема находящейся воды, находящейся во втором водохранилище. Я задал их между 80 и 90 тысячами кубометров. And I used the state range goal, which has been defined here. I think people get totally lost in this. Oh. Так, я использую, значит, вот этот параметр State Range Goal, то есть это целевой, эта команда позволяет задавать рабочий диапазон по какому-то параметру состояния. I have an infeasible problem now. That's when you present things. Let us now go to the fallback and show the results here. There it is. So now we have the Catfish Lake between 80 and 90,000, and it's using the whole range, the whole operational range. То есть вот мы задали вот это минимальный и минимальный объем воды во втором водохранилище в Catfish Lake, и вот модель использует это водохранилище для компенсации избыточного притока из Trout Lake и из притока Blue River, но, видите, все значения удерживаются в диапазоне от 80 до 90 тысяч кубометров. Yeah, I think we have shown kind of how RTC tools can take into account the cascading effect of the two reservoirs here in this example. Ну и как и мы хотели с самого начала, мы продемонстрировали, каким образом RTC Tools учитывает вот этот каскадный характер расположения и взаимодействия между собой различных ГТС водохранилищ. Yeah, the time is up, and to summarize, I think you have seen what RTC Tools can do for you with optimization, but we have, Go ahead. But we have also seen that it's required a bit more from the modeler in terms of working in code or configuring code.
Ну, время у нас подходит к концу, и подводя черту, что хочется сказать, что я сегодня попробовал вам показать, да, возможности и насколько гибким является вот этот инструмент RTC Tools, то есть он действительно позволяет много чего делать, но для того, чтобы работать с ним, все-таки специалисту по моделированию требуются определенные знания работы с кодом. So if you have questions, I can answer them now, or we can stay in contact via email. And if you want to make a pilot model, we'll be able to support you with RTC Tools. Пожалуйста, если у вас какие-то сейчас есть вопросы, задавайте. Если нет, вы можете, или, например, вы столкнетесь с какими-то проблемами при работе со своими схемами, вы можете направить мне их по имейлу. Ну и также мы постараемся помочь вам при создании ваших собственных схем, если это потребуется. Мы можем такую поддержку оказать. So, are there any questions or То есть, comments? пожалуйста, может быть, какие-то комментарии или вопросы. Sergey, you said already they are totally lost. I can understand that. It was I made the same experience. И я, конечно, понимаю, что сейчас это слишком, может быть, много информации и многие вещи непонятны. В общем, в этом ничего страшного нет. Любой человек, который впервые сталкивается с кодированием, так себя ощущает, и Бернард говорит, что он тоже так себя чувствовал. Итак, какие-то вопросы, пожелания, комментарии от аудитории? Don't hear anything. Yeah, that's quite common these days. Not even sure that people are around. Yeah. yeah, that's very difficult. So we originally we planned missions on site, then it's much easier to stay in contact and to address and to follow how well they are following. Yeah, it is like this. Thank you very much for this training on coding the reservoirs. Thanks for your participation and your interest. So since I'm not hearing any comments or questions from the audience, can we assume that there are no questions and I guess leave? Then we close the session. Thanks again. Yeah, you're welcome, of course. I tried my best. All right, so it's Ron who's going to be presenting the next RebaSim training, right? You're only on the RTC tools. Okay. Okay, so then you are the official person to close it. Yeah. Okay, thanks again. I will close the session now. Thank you. Спасибо большое всем за внимание. Тогда сегодняшний тренинг, сегодняшнее занятие официально считается закрытым. Всем до свидания, всего хорошего. Okay. All right. Goodbye. Goodbye.